Первый мотоцикл Norton 750 Commando был представлен в апреле 1968 года, и это была модель Fastback. Стиль был эксцентричным, с нависающим бензобаком, двойным сиденьем и необычной задней частью, которую прозвали лодочный хвост. Этот мотоцикл был первой моделью, которая решила проблему с дико достающей вибрацией на большинстве британских байков того времени. Эта революционная заслуга принадлежала главному инженеру Norton Стивену Бауэру, бывшему инженеру Rolls-Royce, который понимал, что для успешного конкурирования с японцами нужно решить эту проблему. Для начала он спроектировал новую дуплексную раму, которая была легче и жестче предыдущих, что заметно повысило управляемость. А затем он немного наклонил двигатель и использовал болты, изолированные от рамы, с помощью резиновых проставок. В итоге получилось так, что вместо того, чтобы двигатель был жестко прикреплен болтами, он плавал в вертикальной плоскости за счет того, что крепился к раме на двух поперечных трубах. Одна крепилась к передней части двигателя, а другая к задней части подрамника. Такая конструкция позволила изолировать двигатель и его вибрацию от остальной части шасси. По сути, она изолировала райдера от двигателя, устранив вибрацию как проблему. Конструкция была феноменальной и позволила инженерам выжать как можно больше мощности двухцилиндрового двигателя. Тем не менее, не обошлось и без проблем, особенно на первом году производства. Вся концепция основывалась на правильном угле наклона двигателя, который, если не соблюсти, приводил к растрескиванию рамы, возвращению вибраций и плохому управлению, что могло привести к аварии. Однако уже в 1969 году, на второй год производства модели, Norton решил эту проблему с помощью усиления рамы. Чтобы завоевать расположение как можно большего числа покупателей, компания решила расширить линейку этой модели. Так в 1969 году появился Norton Commando 750S, то есть скрэмблер, который по сути отличался высоко задранными выхлопными трубами. Они обе выходили на левую сторону и имели защитные экраны, дабы уберечь ногу райдера от ожогов. Все мотоциклы без исключения комплектовались одним двигателем. Это 745-кубовая четырехтактная двойка с двумя клапанами на цилиндр, которая выдавала 56 лошадиных сил максимальной мощности при 6500 оборотов в минуту и позволяла развивать мотоциклом с весом по 200 кг максимальную скорость в 180 км в час. За версией S в 70-м году последовал и самый популярный Norton Commando 750R, то есть Roadster. Эта консервативная модель имела измененный дизайн, который больше всего подчеркивали две выхлопные трубы, смотрящие своими заостренными концами вверх. На всех мотоциклах передняя подвеска была представлена обычной телескопической вилкой. В задней части устанавливались два амортизатора, регулируемых по степени предварительной нагрузки пружины. За торможение на переднем колесе отвечал 203 мм барабан, а на заднем 178 мм. Мотоцикл имел четырехскоростную коробку передач и весьма скромный бак объемом 10 литров.
В итоге мотоциклы пришлись по вкусу покупателя, и спрос стал опережать предложение. Однако у Нортона просто не было производственных мощностей, чтобы идти в ногу с таким конкурентом, например, как Триумф. Позже было еще несколько разновидностей мотоциклов Нортон 750 команд. Однако все они производились недолго, так как в 1973 году 750-кубовый двигатель был увеличен, и появилась новая модель Нортон Команда 850. Ну и по сей день выше ценится именно 750-ка, на разновидностях которой поклонники марки ездят до сих пор.